Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейшие зефирки маршмеллоу. На моем канале уже был базовый рецепт белого ПП маршмеллоу. А сегодня я покажу вам 5 разных цветов, которые я приготовила без искусственных красителей. В конце видео я расскажу вам, какой вкус получился у каждого цвета, насколько в нем чувствуются его натуральные составляющие. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Перед приготовлением маршмеллоу нужно немного подготовиться. Во-первых, замочите желатин в жидкости. Обычно это вода, но для некоторых цветов нам понадобятся другие жидкости. Желатин всегда нужно всыпать в холодную воду. По времени замачивания следуйте инструкции на вашем желатине. Во-вторых, нужно подготовить кондитерские мешки. Если вы хотите фигурные маршмеллоу, то возьмите мешок с насадкой. Для маршмеллоу цилиндрической формы обычный кондитерский мешок. И в-третьих, подготовьте поверхность. Это может быть противень, застеленный силиконовым или тефлоновым ковриком, пекарская бумага или пищевая пленка. Поверхность присыпаем крахмалом и распределяем кистью. Чем больше будет слой крахмала, тем проще маршмеллоу будет отходить от коврика. У меня на один противень ушло примерно 15 грамм крахмала. Все подготовлено, и когда желатин полностью размок, можно приступать к приготовлению. Я первым готовлю желтый маршмеллоу. Для этого у меня было замочено 5 грамм желатина в 25 граммах сока грейпфрута. Можно взять 50 на 50 лимонного сока и воды. Можно вообще просто воду. Отправляем замоченный желатин в ковшик и прогреваем до растворения. Помним, что кипятить желатин нельзя, уже при 60 градусах Цельсия он готов к работе. Переливаем желатиновую массу в емкость для взбивания. И добавляем к нему пол чайной ложки куркумы. Тщательно размешиваем до полного растворения куркумы. Куркума очень полезна, часто ее рекомендуют употреблять каждый день, но вот лично я не очень люблю ее вкус. Поэтому завуалирую его с помощью сока цитрусовых, который есть в составе маршмеллоу. Теперь нам понадобится любой натуральный сироп. У меня это сироп цикория. Он не только обладает низкой калорийностью и полезными свойствами для организма, но и максимально нейтрален по цвету, а значит и цвет маршмеллоу будет чистым. Здесь 100 грамм сиропа. Доводим сироп до кипения и кипятим еще минутку-другую. Если у вас есть термометр, то доведите до температуры 110 градусов Цельсия. Если нет, то вот так активно должен кипеть сироп. Причем я сняла его с плиты, он продолжает пузыриться еще некоторое время. А мы тем временем начинаем взбивать наш цветной желатин. Начать можно на средней скорости, постепенно увеличивая до максимума. И тонкой струйкой вливаем сироп, стараясь не попадать на венчик. Взбиваем около 10 минут. Время взбивания может отличаться. Дальше я, конечно, покажу вам критерии готовности. Вообще специально решила взбивать простым ручным миксером, чтобы показать вам, какой получится результат. Мощность моего миксера 700 Вт. Постепенно масса охлаждается и становится пышнее. Вообще температура нам здесь важна. Если масса будет слишком теплой, то маршмеллоу будет растекаться по противню и не примет нужную форму. Если слишком холодной, то затвердеет раньше времени. Это нам тоже не нужно. Поэтому следим за консистенцией и за температурой. Постепенно масса густеет и миксеру становится заметно сложнее взбивать. К концу взбивания он даже немного нагрелся. Смотрите, спустя примерно 8 минут взбивания масса уже более-менее густая, но еще довольно текучая. Форму точно не держит. Взбиваем дальше. На ощупь она теплая, где-то около 40-45 градусов Цельсия. Нам нужно добиться такой консистенции, чтобы масса не растекалась, но при этом и не застыла. Хотя перевзбить маршмеллоу сложно, потому что когда масса начинает застывать, миксер уже просто не сможет ее проворачивать.
И, кстати, вот здесь в конце взбивания можно добавить ванильный экстракт. Я решила не добавлять, чтобы почувствовать максимально чистый вкус цветных маршмеллоу и рассказать о нем вам. Вот еще 2 минутки взбивания, и наш маршмеллоу стал уже достаточно густым. Держит форму, не стекает с венчика. Перекладываем в кондитерские мешки. И сразу пробуем выкладывать на противень. Я обычно пробую сначала выложить колбаску, потому что по ней сразу видно, не растекается ли она. Если вдруг растекается, то можно подождать минутку-другую, чтобы масса еще немного охладилась. Так маршмеллоу примет красивую форму. И потом выкладываем зефирки из фигурной насадки. Тут кто как умеет, я пока что не мастер. Оставляем маршмеллоу при комнатной температуре застывать. Обычно достаточно 1-2 часов. Когда наши маршмеллоу готовы, обсыпаем их со всех сторон крахмалом. Очень удобно делать это кисточкой. Либо можно посыпать сверху крахмал через сито. Колбаски нарезаем ножом, также обсыпанным в крахмале. Вот такой получается срез. Он очень липкий, поэтому обязательно обваливаем их, чтобы они не прилипали ко всему подряд. Не пугайтесь, что крахмала так много и цвет почти не виден. Мы сейчас стряхнем излишки с помощью сита. Тщательно вытряхиваем весь крахмал. Вот такая красота получается. Пышненькие, мягкие зефирки. Очень нежный и красивый желтый цвет. Чем больше добавить куркумы, тем ярче получится оттенок. Я пробовала несколько вариантов. Единственное, при добавлении более 1 чайной ложки становится скорее оранжевый оттенок, чем желтый. В приготовлении розового маршмеллоу все то же самое. Только желатин у нас замочен не в воде, а в свекольном соке. Можно использовать сок от размороженной вишни, но оттенок будет не такой яркий. Также 5 грамм желатина, 25 грамм сока. Растапливаем желатин, начинаем взбивать и тонкой струйкой вливаем горячий сироп. Этот я решила приготовить в стационарном миксере, чтобы показать вам разницу. Но разницы практически не оказалось, только взбилась масса быстрее за 7 минут. С ручным миксером требовалось около 10-12 минут. Вот такой потрясающий розовый цвет получился. Мне кажется, очень удачный способ окрашивания. После застывания обсыпаем крахмалом. Вот так через сито это можно сделать. По краям проходимся кистью. И нарезаем колбаску. Вот такой очаровательно розовый цвет у нас получается. Приступим к синему маршмеллоу. Здесь 5 грамм желатина, замоченный в 25 граммах воды. Как обычно, растапливаем. И соединяем желатин с вот таким голубым чаем матча. Именно этот я купила на iHerb. У него просто потрясающий цвет. Знаю, что есть и другие аналоги, но цвет и вкус могут существенно отличаться. Это я уже проверяла на зеленом чае матча. Стоит он недешево, но в упаковке 100 грамм, хватит точно надолго. Для насыщенного синего цвета я добавляю 1 чайную ложку с горкой. Это 4 грамма чая. И тщательно размешиваю. Важно на этом этапе избавиться от всех комочков, потому что после добавления сиропа их уже не промешать. Если вы хотите получить голубой цвет, то уменьшите количество голубого чая до половины чайной ложки. Какой получится оттенок, я вам обязательно покажу. Вот такой насыщенный синий получается. Как обычно, начинаем взбивать и тонкой струйкой вливаем горячий сироп, увеличивая скорость миксера. Вот такой красивый синий цвет получился. Отсаживаем колбаски. Тут я сделала разной толщины. И зефирки. Вот, посмотрите, здесь на противне уже стоят 3 голубые зефирки.
Такой нежно-голубой цвет получается при добавлении половины чайной ложки этого же чая. Специально показываю вам рядом эти цвета, чтобы вы могли легко подобрать нужный оттенок между ними. И давайте сделаем еще фиолетовый цвет. Нам понадобится все так же 5 грамм желатина, но он замочен в воде с лимонным соком 50 на 50. Жидкости 25 грамм. В растопленный желатин всыпаем 1 чайную ложку без горки того же голубого чая матча. И тщательно размешиваем. Как по волшебству, реагируя с лимонным соком, смесь приобретает фиолетовый цвет. Я сделала фиолетовый средней интенсивности. Вы можете регулировать оттенок, добавляя больше или меньше голубого чая. Выкладываю колбаски. Вот такой нежный фиолетовый. И фигурные зефирки. Также оставляем их застывать примерно на 1-2 часа. Вот и все. Получилось 5 разных ярких цветов. Мне кажется, очень красиво. А я постараюсь передать вам свои впечатления о вкусе этих зефирок. Фиолетовый маршмеллоу имеет явную лимонную кислинку. Это действительно чувствуется, но в гармонии со сладостью мне очень нравится этот вкус. Когда добавляете такой маршмеллоу в кофе, получается очень необычно. Вместо просто сладости, привычной, чувствуется кислинка, и это очень вкусно. Думаю, понравится всем, кто любит новые сочетания и вкусы так же, как и я. Розовый, вопреки ожиданиям, вообще не имеет привкуса свеклы. Может быть, здесь играет роль мой способ приготовления сока свеклы. Я напишу вам в описании, как я его готовлю. Но раньше даже в тортах я его немного чувствовала, а здесь нет. Кто все же волнуется, можете добавить ваниль. Дальше синий и голубой. В этих зефирках, если прислушаться внимательно, можно почувствовать привкус хорошего зеленого чая. Но этот привкус настолько легкий, что если не знать о составе, можно и не заметить. Особенно в голубом. Единственное, если съесть подряд несколько таких маршмеллоу, то вкус станет ощутимым. Но вместе с такой хорошей сладостью это очень вкусно. Фиолетовый, кстати, тоже имеет небольшой привкус чая матча, но он там менее ощутим, там больше лимон. И последний, желтый маршмеллоу. В нем присутствует ощутимый вкус цитруса, у меня это грейпфрут. Куркума, если не знать о ее существовании, почти не чувствуется. Если знать, то можно почувствовать и ее легкий привкус. И так же, как и в синих цветах, если съесть много маршмеллоу подряд, вы точно почувствуете куркуму. Мне, если честно, понравились все по-своему. Причем, как мне кажется, намного интереснее пробовать такие маршмеллоу и чувствовать разные вкусы, чем если бы это были разные цвета, но все одинаково ванильные. Друзья, напишите мне в комментариях, какие еще цвета маршмеллоу вы хотели бы увидеть в моих рецептах, и я сниму об этом видео, подобрав для вас максимально доступные ингредиенты. Спасибо за просмотр, не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями, мне будет очень приятно. И спасибо за лайк.